Ну что, можно сказать, что уходит этакая эпоха. Эпоха последних частей Pro Evolution Soccer. Konami объявили о том, что сервера PES 2021 будут отключены 25 августа 2022 года, то есть уже в конце предстоящего лета. Несмотря на то, что новость достаточно маленькая, она достаточно примечательная, поскольку касается не только PES, но и eFootball 2022 тоже. И в рамках данного ролика предлагаю рассмотреть это все поподробнее. Что это означает для eFootball, какие перед собой цели ставят разработчики и на что стоит рассчитывать в конце данного лета. В рамках сегодняшнего ролика и разберем. Я рад вас приветствовать на канале Realistic PES. Напоминаю перед началом, чтобы вы не забыли поддержать это видео своими лайками, в комментариях делились мнением по всему увиденному и услышанному. Ну и если вы хотите поддержать канал в это непростое время, то ссылка на донат присутствует внизу в описании под этим видео. И хочется поблагодарить вот этих вот ребят, которые поддержали канал своей монетой и, соответственно, попали в этот ролик. Как я и сказал во вступлении к этому ролику, Konami объявили о том, что сервера 21 части Pro Evolution Soccer они отключат 25 августа, в преддверии завершения лета 2022 года. И в принципе, учитывая, что релиз 21 пески состоялся еще в 2020 году, 2 года это в принципе неплохой срок службы для серверов у Konami, поскольку, как мы все с вами знаем, у последних частей серии сервера работали не так уж и долго. По-моему, самая продолжительная работа серверов у последних частей PES была у 17, когда она продержалась около 2 или даже 3 лет. Однако я могу ошибаться, и если что, вы можете поправить меня в комментариях. Все то время, пока мы ожидали обновления eFootball 2022, 21 часть пески была для нас этаким спасением. Как для оффлайн игроков, которые играли в карьерке с патчами, так и для игроков в онлайне, которые катали какие-то банальные матчи, без каких-либо онлайн-ивентов, без паков, но тем не менее катали. И уже 25 августа их лишат и подобного удовольствия. Очевидно, что это сделано с целью того, чтобы привлечь больше игроков на eFootball. Однако, при всем этом разработчики ставят перед собой цель – выкатить более-менее достойный продукт, да даже не столько достойный, сколько готовый продукт к 25 числу. Это означает, что к концу лета Konami рассчитывают выкатить большинство онлайн-режимов, не говоря про карьеры. Потому что сервера, карьера это как-то не соотносится. Поэтому к концу лета я полагаю, что стоит ожидать как можно больше различных ивентов в игре, ну и также как можно больше различных онлайн-режимов, например, лобби-матчи и многие-многие режимы, которые могут так или иначе привлечь внимание игроков. В комментариях по данной новостью комментаторы справедливо заметили, что срок в 2 года это достаточно мало, учитывая в каком состоянии находится eFootball. И при всей симпатии к обновленной версии игры, она еще полностью не готова. У нее присутствует как таковой только один режим, который еще стоит добавлять, развивать, и на все это уйдет еще достаточно много времени, ну как минимум полгода. Успеют ли Konami закончить те или иные режимы к 25 августа, вопрос еще тот. Однако, если они решились и выкатили эту дату в 25 число, то они более чем уверены в своих силах. Ну, как говорится, флаг им в руки, и продолжаем следить за всеми анонсами и новостями от разработчиков. А как мы все с вами помним из различных слухов от Ренана Гальвани и других заметных лиц комьюнити, лето нас ожидает более чем интересное. Как и всегда, дорогие друзья, в комментариях под этим роликом я буду рад узнать ваше мнение по поводу всего услышанного. Расстроены ли вы новостью о том, что сервера закрываются, и какие у вас ожидания от eFootball к концу лета? Обязательно отпишите в комментариях под этим роликом. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, если еще этого не сделали. Подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Я в очередной раз благодарю всех тех, кто поддержал канал монетой, и в целом благодарю за просмотр этого ролика. Желаю вам всем удачи, дорогие друзья, приятной игры, будь то в eFootball или же в PES. Ну и до скорых встреч на канале Realistic PES. Всем пока, дорогие друзья!